Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. И в этом видео мы разберем вопрос, почему татуировки уходят неравномерно. Часто можно наблюдать, что татуировка после сеанса удаления лазером начинает изменяться неравномерно и с разной скоростью светлеют и исчезают участки рисунка. Почему так происходит? Здесь нужно учитывать то, что наносятся татуировки также неравномерно, и распределение пигмента в дерме идет хаотично на разной глубине и различными по объему скоплениями. Лазер при обработке также неравномерно воздействует на кожу. Где-то воздействие бывает недостаточным, а где-то более интенсивным. Так получается из-за нахлеста пятен при обработке и немного изменяющегося диаметра пятна, если вы работаете манипулой без регулируемого диаметра пятна и изменяете фокусировку расстоянием от манипулы до кожи. Эти два типа неравномерности суммируются друг с другом и дают различный результат по площади татуировки. Например, малое количество пигмента, растушевка или слабый закрас и интенсивное воздействие дает быстрое исчезновение буквально за 1-2 сеанса. И другая ситуация – большое количество пигмента, например, контур или насыщенный элемент тату, и относительно слабое воздействие дает небольшой результат и требуется большое число сеансов, а изменения, которые происходят, имеют минимальные проявления. Также учитывайте, что в процессе курса процедур удаления татуировки происходит постепенный износ лазерного аппарата и снижение мощности лампы накачки, изменение параметров в процессе, возможно колебания иммунитета и физиологических процессов в коже пациента. Добавьте сюда различное распределение пигмента, его физико-химические свойства, состояние кожи, наличие или отсутствие рубцовых изменений и различную поглощающую способность частиц краски. Становится понятно, почему прогнозирование количества сеансов и времени, необходимого для удаления тату, это такая сложная задача. Достоверно точно определить число сеансов, необходимых для удаления тату, практически нереально. Это можно сделать лишь ориентировочно. Есть шкала прогнозирования Кирби-Дезай, однако и она имеет субъективные характеристики, такие как степень рубцовых изменений кожи и количество пигмента. Продолжим. Когда-то, когда я начинал заниматься удалением тату, мне было стыдно ответить «не знаю» на вопрос клиента, сколько сеансов мне потребуется для удаления тату. По прошествии лет, получив большой опыт, изучив огромный объем научных данных, сейчас я спокойно отвечаю «не знаю» и могу объяснить почему. Есть еще важные факторы, которые, как я заметил, сильно влияют на точность прогнозов. Это профессионализм, опыт специалиста, знанием особенностей своего оборудования, методик и аналитические способности. В сумме это дает большую точность прогнозирования. Поработав на определенном лазерном аппарате несколько лет, наблюдая результаты, ты начинаешь его уже чувствовать, понимать, что можно сделать с его помощью, а что не получится. При этом, сменив лазерный аппарат, приходится корректировать свои навыки и методы работы и дополнять их. Только через несколько лет таких постоянных осознанных наблюдений и анализа появляется способность интуитивно чувствовать правильные настройки и тактику в каждом конкретном случае. И тогда прогнозирование исходов становится значительно точнее. Конечно, вероятность ошибки сохраняется, однако осознанное наблюдение большого числа самых различных ситуаций и анализ динамики изменений дает тот крутой уровень, который отличает профессионалов от случайных людей практически в любом деле. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях к этому видео, и я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микрюков.